Пожалуй, главный момент этих выходных — празднования Хвича Ли Кан Ина после гола Пари Сен-Жермен на 94-й минуте, на самой последней минуте матча с Ниццей. ПСЖ опять выиграл, ну а я совсем давно вам не рассказал про Хвичу Кварацхелию, его игру. Давайте в этом видео все последние матчи, которые были после сборной, разберем. Поехали! Друзья, всех приветствую, это по-прежнему Сандро, канал Shot Media. Если вы еще не подписаны, вы посмотрели про брата Хвичу, вы смотрите видео про сборную, ну подпишитесь, ну ради бога, потому что канал немножечко застрял, посмотрите, 20 тысяч, ни туда, ни сюда, никакого движения нет, руки опускаются, а ведь столько еще всего нас ждет впереди. И Мамардашвили против Реала должен сыграть совсем скоро, и Хвичи сейчас против Баварии, ну будет очень круто. Ну а что будет в этом видео, я разберу последние матчи Хвичи. Мы, конечно, все расстроились после поражения сборной Грузии в Турции. И Хвича, мы видели, что был не в самой лучшей форме. А что с ним происходило сразу же после этого матча? Вот давайте разбираться. Я все эти игры пересмотрел, все проанализировал и сейчас вам расскажу. Ну, конечно, это достойно лайка и вашей подписки. Итак, после матча в Турции первая игра Хвича Кварацхелия за Пари Сен-Жермен. Это игра со Страсбургом. Соперник неприятный, Пари Сен-Жермен начал сезон не так гладко, были поражения, много травм, в общем, стоило ожидать настоящей борьбы. Я так поглядывал за матчами Пари Сен-Жермен, все это время было много своих дел, перемещений, и вот увидел, что Хвичи даже нет в основе, и, в общем-то, эту игру особо не смотрел. И вы знаете, я следил просто за ходом матча, что там происходило. Баркаля забивает первый мяч, Париж ведет в счете, и кажется, что сейчас все будет, знаете, по накату. Ну, как обычно, 3-4 закинули, Хвича выйдет, отдаст голевую, сам забьет, 5-0 выиграли, все. Но нет, случается неожиданное. Страсбург ловит соперника на контратаках, Шевалье где-то забарно еще не всегда уверенно действует, и в итоге получается 1-3. Забивает с пенальти, отыгрывает один мяч, 2-3, и здесь на поле появляется Хвича Кварацхелия на 61-й минуте, и спустя 18 минут команде удается сравнять счет. Вообще, я хотел бы обратить внимание, что, в принципе, сейчас состав Парижа так часто меняется, что не то, что непонятно там Хвича слева или справа, а вообще непонятно, в каком сочетании он будет играть и с какими партнерами, и, наверное, это главный вызов, но и с другой стороны, это главная возможность Хвичи сейчас, потому что он может креативить, может создавать что-то неожиданное, и не так уж предсказуем Париж в этом сочетании. Но что конкретно по этому матчу хотел бы выделить, давайте посмотрим статистику. 29 минут в итоге Хвича в этом матче проводит, результативными действиями не отмечается, но был удар за штрафной на 84-й минуте, посмотрите, достаточно далеко, тем не менее опасно. Оценка всего 6,6, видите, по тепловой карте Хвича больше действовал справа, и отдельно стоит отметить, что он даже коснулся мяча в голевой атаке, а на поле он выходил вместо Баркаля. По конечной статистике вы видите, что было много ударов по воротам, не особо они были опасными. Идем дальше. Байер ПСЖ. Мне кажется, что после интенсивных матчей сборных логично, что Энрике поберег Хвичу на матч чемпионата Франции, и вот выезд в Ливеркузен. Казалось бы, непростой выезд, но вообще какой-то сумасшедший матч удался. Получился, вы знаете прекрасно счеты без меня, 2-7. Давайте восстановим картину событий. Хвича провел здесь 63 минуты, получил, кстати, очень хорошую оценку, 8,0. У него гол плюс голевая передача в этом матче. Давайте сейчас подробно эти эпизоды разберем. Формально Хвича действовал справа в расстановке, мы видим в начале справа, вообще его все время направо ставит, хотя где Хвича и причем здесь право. Баркаля такой в этом плане, мне кажется, немного неумеха, потому что если вы посмотрите, когда Баркаля реально играет справа, у него отвратительные оценки и мало что получается. Поэтому, видимо, формально он всегда слева. Хотя по тепловой карте, посмотрите на Хвичу, он играл просто везде. И я хотел сделать подробный разбор этого матча, к сожалению, не успел, но давайте посмотрим на самые главные моменты. 41 минута, при счете 1-1, классная передача, слева он получает мяч, катит на Дуэ, ПСЖ выходит вперед. В тот момент счет был 1-1, играли уже 10 на 10, 2 удаления, я же говорю, что сумасшедший матч.
И сумасшедшая концовка тайма, потому что это вот была голевая передача Хвичи, он здесь не пожадничал. Ну, в общем, логичным кажется этот пас на Дуэ. 2-1, и 44-я минута, смотрим мяч у Хвичи. Он в этот раз решает, что, наверное, попробую-ка я сам. Бьет, не суперски, но рикошет неудачно от соперника. И повторный удар в касание, 2 штанги, гол 3-1. Вот это было 2 результативных действия. Добавленное к первому тайму время Хвича был еще на поле. И Дуэ, посмотрите, здесь вот не отдал ему передачу, тоже решил забить. Мне кажется, что когда ПСЖ уже ведет в счете в 2-3 мяча, то каждый хочет забить сам, и вот эта командная игра немного пропадает. Ну, лишь бы это во вред команде не шло, это самое главное. И давайте посмотрим еще один эпизод, который в этом матче хотел бы отметить. Он случился на 50-й минуте. Хвича увел на себя игрока. Ну, здесь можно спорить, насколько это было ключевое в голевой атаке, но тем не менее, посмотрите, что чуть-чуть на шаг Витинья был впереди, и это помогло ему продвинуть мяч вперед, и в итоге эта атака закончилась голом. Поэтому, видите, это нигде не будет отмечено, ни в какой статистике, но мы видим, что действие от Хвичи грамотное, и он игрока таким образом вытянул. Заменили Хвичу на 63-й минуте, вместо него появился Дембеле, и вообще стоит сказать, что Дембеле вместе с Хвичи в этом сезоне не так часто играют одновременно на поле, как из Баркаля и с Дуэ, вот я имею в виду все вместе постоянно. Кто-то травмируется, выпадает, вот сейчас Дуэ опять нету, ну что тут поделаешь. Идем дальше. Матч выходных после Лиги Чемпионов Брест-ПСЖ. Вы обязательно поставьте лайк, потому что этот разбор, подготовка его, это, знаете, не короткое дело, и хочется, чтобы имел он смысл и как можно больше было у него зрителей. Итак, 25 октября. Опять Хвича как будто бы справа выходит в старте. И здесь много, кстати, эпизодов было с его участием. Давайте посмотрим, по порядку разберем. 29 минута. Он принимает участие в первом голе. Отдает Ли, тот на Витинью, и пас на Хакими, который заканчивается голом. Ну, конечно, да, это совсем не голевая передача, даже не предголевая, но мы видим, что Хвича является частью общей системы Пари Сен-Жермен, система Луиса Энрике, и взаимодействует с партнерами прекрасно. 39-я минута. Здесь, наверное, знаете, вот за что мне нравится наблюдать вообще и анализировать игру Хвича, потому что постоянно какие-то нестандартные решения. Посмотрите, ну как вот здесь можно было сохранить мяч, но ему это удалось. Как-то чудесным образом достал, между ног прокинул, всю защиту обманул. Конечно, хотелось забить гол, потому что этот гол мог стать голом тура, может быть, голом всего чемпионата, но, к сожалению, удар заблокировали. К счастью, на помощь пришел Хакими, и там уже в повторной ситуации он быстро отдал на Хвичу. Кстати, Хакими с Хвичи очень хорошо взаимодействует, на мой взгляд. И вот отдал он на Хвичу, Хвича обратно на Хакими, и так счет стал 2-0. Вот, но, знаете, в общей статистике, сейчас мы об этом еще поговорим, я думаю, что эти моменты рейтинг Хвичи понизили. 65-я минута, получает передачу от Майолу, Хвича пробивает быстро, мощно, но, наверное, не так опасно, и голкипер с этим ударом справляется, но на 70-й минуте появляется на поле уже Дезире Дуэ. Смотрим статистику, оценки 6,1, скромно, не очень, но я отмечу, что здесь 7 неудачных попыток дриблинга. Ну, когда такое у Квара было, не знаю, чем это вызвано, но вот здесь был такой результат. И, наверное, еще упущенный голевой момент, о котором мы с вами уже поговорили. Идем дальше. Лорьян ПСЖ, это мидвик, посреди недели был этот матч, Квара опять в запасе, немножечко бережет его Луис Энрике, понимая, что если еще Квара, не дай бог, сломается, это будет катастрофа, потому что, ну, обойма ПСЖ, повторюсь, она постоянно обновляется, меняется, и совсем скоро матч с Баварией. Кстати, ставьте лайк, пишите в комментариях, если хотите стрим с этой игры, и обязательно он будет. На 61-й минуте появляется Квара, играет он прямо четко слева, и вообще я заметил, что в последних играх и вообще в этом сезоне Квара все-таки тяготит к левому флангу больше. Не то, что даже тяготит, он-то всегда туда тяготил, но, видимо, и Луис Энрике эту тягу одобряет и, в общем, приветствует. Оттуда и возникали моменты. В этом матче с дриблингом получше. 2 из 4 удачных попытки, но оценка всего 6,2. Зато обратите внимание на точность передач. Она сейчас 100% в этом матче. Всего 30 минут. Кто-то скажет, Квара появился уже при счете 1-1. Лорьян, казалось бы, такой заядлый аутсайдер, но оборонялись они умело. И вот опять мы с вами говорим про креатив Хвичи. Смотрим, что он делает на 89-й минуте. Получает мяч и просто неожиданно лупит, и никуда попало, а прямо под перекладину. Вратарь
вратарь чудом вытаскивает. Буквально тут же подача углового, Рамуш получает мяч, Квара один, и не хочет вроде Рамуш ему отдавать, но падает, мяч катится к Хвичи, но там вот, знаете, какой-то резкости, не знаю, может быть, свежести не хватило, хотя, казалось бы, только Квара появился, но два защитника он не смог обыграть, второй удар заблокировал, ну и удар толком не получился, тоже это стоит отметить. В итоге 1-1, Хвича без результативных действий, оценка 6,2, как я и сказал. Ну и тот самый эпизод, с которого мы начали выпуск, это игра ПСЖ-Ницца. Наконец-таки Хвича сыграл все 90 минут. Знаете, этот матч я смотрел и вот ждал, ну не меняйте Хвичу, ну дайте ему доиграть. И вот действительно Луис Энрике не стал его менять, дал доиграть, и Хвича отблагодарил. Вообще в этой игре Квара действительно лучший игрок по версии SofaScore. У него оценка 9,1. И посмотрите, тепловая карта просто, я смотрю на экран и кажется, что сейчас загорится, потому что слева сколько он действовал, справа сколько действовал, в центре, кстати, не так много. Итак, ожидаемые голевые пасы 1,67 было у Хвичи, и мы сейчас посмотрим эпизоды, о которых идет речь. 2 удара по воротам, 110 касаний мяча, давненько столько не было, 3 из 4 удачных попыток дриблинга. Вы помните, что в одном из первых матчей, которые мы сейчас анализируем, там были цифры гораздо хуже, там было 7 неудачных попыток, а тут практически все получилось. Да, есть потеря владения, 91% точности передач, но в целом добротная статистика. Ну и самое главное, посмотрите, что Квара творил. Давайте посмотрим конкретные эпизоды. 18-я минута. Это что-то невероятное. Посмотрите, он зажат на фланге, 2 защитника. Вообще без вариантов. Ну что, пробить можно в защитника, угловой заработать, наверное, и все. Может быть, покатить назад. Какой-то нет, Квара идет в обводку, обыгрывает сначала 2, потом обыгрывает 3. Но опять, мне кажется, его губит то, что он хочет этот эпизод закончить голом, и красивым голом, бьет поворотом, но неудачно. 32-я минута, действие в обороне. Мы с вами знаем, что Энрике любит, когда все в обороне отрабатывают. Возможно, этого как раз и не хватило сборной Грузии. Возможно, Саньоль не смотрел матчи Пари Сен-Жермена, матчи Хвичи и не говорил ему вставать на линию ворот при розыгрыше угловых. А вот здесь Энрике, я не знаю, сказал или нет, или это была инициатива самого Квары, но вот посмотрите, удар в пустой угол Шевалье бы не вытащил, вот, знаете, без сомнений. И Квара головой спасает из пустых ворот в таком матче, где счет 0-0, если Ницца забьет, еще глубже сядет, не знаю, что там будет, можно и проиграть вполне. Смотрим дальше, 39-я минута, соперник ошибается, мяч у Квары, хорошая позиция, но, конечно, напрашивается передача на Майлу, что Хвича и делает, но, к сожалению, Майлу забить здесь не может, Баркаля тоже зачем-то бьет в касание, черт знает откуда, но в итоге эпизод заканчивается ничем. 60-я минута, знаете, редкий момент, когда навесная передача, и мы видим, как выпрыгивает Хвича, как он умеет выпрыгивать, что не только он играет, вот, знаете, в стиле вот этого логотипа Бундеслиги, вы видели, наверное, момент, когда он и в сборной Грузии так выпрыгивал, и в матче Пари Сен-Жермен, и вот здесь выпрыгнул, и головой сыграл, и выиграл единоборство, и пробил даже поворотом, но неудачно пробил, но тем не менее это было красиво. Ну и смотрим, 90 плюс 4, тут просто 93-55, вот просто подайте угловой, криво, косо, и это финальный свисток. Но у мяча Ли Кан Ин, кстати, давайте обратим внимание, что было до этого. До этого была атака, Хвича подавал на Рамуша, и этот момент мог стать голевым, и этот момент мог принести голевую передачу Хвичи. Но здесь вратарь проявил мастерство, как было во всем матче. И смотрим, Ли Кан Ин, очевидно, что это какая-то заготовка, розыгрыш. Хвича бежит открывается на ближнюю штангу, туда следует передача, он опять выигрывает вверх, опять головой скидывает на Рамуша, и Рамуш кивком отправляет мяч в ворота. Посмотрите, как по нотам прекрасно, отлично, ну и вот это празднование, о котором мы уже говорили, в полном экстазе Ли Кан Ин и Хвича. Вообще, они подружились, мне кажется, с самого начала в Пари Сен-Жермен, и сейчас прекрасно, ну да, вот так вот ценой травм партнеров по команде, но классно взаимодействуют эти ребята, и мне кажется, что еще не один забитый мяч с их участием мы увидим, когда именно вдвоем они будут что-то выдумывать. Друзья, вот такой обзор, вот такой выпуск. Основные цифры я сказал, основные моменты рассказал. Пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и пишите, как вам игра Хвичи вот в этот промежуток между
матчем Грузия-Турция и сегодняшним днем, мне кажется, что он набирает, и есть вероятность, что вот здесь, в Тбилиси, в матче с Испанией мы увидим еще что-то невероятное. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. Еще очень много крутых матчей нас ожидают. Нахвамдис.